Сразу же это как связаться с операторами, как связаться с вами и так далее, указан вот здесь. Вы можете перейти в телеграм-группу или можете перейти напрямую на сайт, связаться с операторами и так далее. Итак, Ванюша. Ох ты ж ім'я у дівчинки. Доброго вечора. Доброго вечора. Зараз. Одну хвилиночку. Доброго вечора, учитель. Вчитель, да? Скажіть, будь ласка, чи вдасться мені вийти заміж у 2024 році, як я планую? Чи затягнеться це питання на пізніше? Да, затягнеться, скоріше за все. Я не знаю почему, но вот почему-то не ложатся хорошо события у вас в вашей жизни. Ну, как-то так. Я знаю, что вы бы хотели, чтобы я ответил по-другому, но вы же хотите... Вообще, я считаю, что правдивость в этом отношении, она очень важна. Поэтому не будете на это ориентироваться, ничего страшного. Ляля Гумерова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я ученица школы, мой сын составляет родословную, все данные, фотографии, в том числе и умерших людей, у него на WhatsApp. Это как-то влияет на него? Спасибо за ответ. Считается, что если обожать всех своих родственников, которые когда-либо жили, всех их знать и помнить, периодически думать даже о том, какие они были хорошие, это улучшает общую жизнь человека. Как улучшает? У человека появляется харизма, у человека появляется стойкость в принятиях решения, у человека появляются хорошие события в жизни. Помните мой рассказ о дереве? Человеческая жизнь так устроена, что более взрослые это низ дерева, более молодые это верх дерева, девочки это ягоды и мальчики, которые создают свои семьи. И это все во Дворце Небесных Драгоценностях, который называется карма человека. А все, что находится под землей, это корни. А корни это те, кто умер. Поэтому поливая корни, а поливая корни обозначает иногда думать о них. Говорит, какие же были хорошие, как же я их всех любила там, или люблю, и как я хорошо к ним отношусь. Независимо от того, был самоубийцей, вредным, алкоголиком, дебоширом, тунеядцем, разбойником или еще кем-то, придумайте для себя, что это вас не касается, вы все равно в своей душе любите и помните этого человека. Таким образом, укрепляя корни, мы укрепляем все дерево, и дерево становится прекрасным. Здравствуйте, будут ли у меня ребенок? Кто вы? Зачем вы меня спрашиваете? Марьяна Балкарова. Спасибо за ваш неиссякаемый труд, за новые знания. Кому вы нас учите? Вопрос. Прохожу лечение у гинеколога. Будет ли ребенок после лечения? Что вы у меня спрашиваете? Светлана Бессонова. Повлияет ли на сыновей суицид отца? Никогда не повлияет на детей суицид отца. Суицид отца может являться еще и эзотерически, может являться приворотом или проклятием или еще чем-либо. Может ли мать как-то у детей убрать приворот в случае, если он как-нибудь проявляется там, в виде проклятия, в виде приворота, в виде омрачения, в виде возбуждения там, эмоционального, психического? Как вообще устранить что-либо, делать это, есть ли какой-либо обряд? Самый простой обряд это вечером встать, представить своих детей, взять их всех в круг, вот как я обучаю в школе, со словами, которые запечатывают. Это все вы тоже, это знаете, раз проходили, были ученицы, без этого нельзя. И после этого поднять руки вверх и посмеяться где-то на все стороны света. Таким образом, после этого запечатать детей и поставить ритуальное запечатывание со словами ритуальными. И это все очень эффективно работает. Пожалуйста, используйте. Классный, добрый вечер. Ваши знания реально классные. Такой добрый. Хотела спросить, выйду ли я замуж в следующем году? Ну зачем мне это? Неля Бармин. Вот кому нужно, вот скажите, кому интересно, выйдет Лина замуж или нет? Скажите, есть тут хоть один человек, которому это интересно? Есть хоть один? Вот если хоть один есть, я скажу. Неля Бармина, спасибо. Ушел любимый племянник, ушел из семьи. Будут они вместе, у них 3 детей? Нет, скорее всего нет. Андрей Андреевич, по вашему обучению очень быстро купила дом. Собирала в коробочку мелочь. Коробочка наполнилась на 2/3. Нужно ли ее заполнять полностью? Не нужно заполнять. Берете эти монетки, которые есть в коробочке, ссыпаете это все в чайничек такой. Запечатываете его лентами или сургучом, и это будет охранять вашу семью. Так вот, для того, чтобы повлиять потом на разрыв вашей семьи или повлиять негативно на материальное благополучие вашей семьи, нужно будет повлиять на каждую монетку, которая находится, и поставить ее где-нибудь высоко в спальне, и это будет называться вашей персональной вазой бумпы семьи или вазой, которая может благословлять вашу семью. С крышечкой такие продаются.
Здравствуйте, подскажите, что категорически нельзя делать в машине? В машине категорически нельзя заниматься сексом. Не с близкими, не с неблизкими, никакой гречки, ничего. Машина и вот это между собой несовместимы. Также в случае, если в машине спать и жить так, или жить в машине вот постоянно, то скорее всего рано или поздно машина испортится или вы ее разобьете. Это тоже плохо. Все остальное, там кричать, и, там, нервироваться, материться и все остальное можно. Только нельзя секса в машине. Ну что, разных мест же хватает. Ну, неужели это важно? Елена брожует нас. Здрасте, подскажите, можно ли свои артефакты давать детям на экзамены? Можно и нужно. Конечно. Также я хочу сказать, что такие артефакты можно положить рядом с шумом каким-либо, допустим, шум «сдать экзамен». Ложите янтарь рядом с динамиком, чтобы он ночью работал. Такой янтарик может заряжаться от такого шума и в дальнейшем являться тем, что будет напрямую являться артефактом грубо намоленным. Вот, пожалуйста. Наталья Петгирна, подскажите, будет ли у нас семья? Проехали. Когда у меня новая? Проехали, неинтересно. Уже 5 лет ученица, читаю коды, прохожу ступени, не могу найти себя в жизни и выйти замуж. Кажется, влияют родственники, так ли это и получится ли? Замуж вы выйдете, но родственники не влияют. Влияете вы. Каким образом вы влияете? Человек устроен так, что каждое действие, оно просто так не происходит. У человека должно быть желание. Но и желание, оно тоже, смотрите, у человека есть намерение, это когда он хочет. Вот я хочу замуж или я хочу новую работу. Второе, у человека есть действие, то есть он после этого должен сделать действие. То есть он должен сделать действие, искать эту новую работу. Как? Здесь ему необходимо чувство, страстно искать. Страстно. Вот если человек страстно ищет работу, страстно желает и делает это, и посвящает этому очень много времени, то он выходит или находит работу 100%. Когда мне человек говорит, я 5 лет учусь и 5 лет не могу найти работу, ну не смешите меня. Ну не смешите, ну вот вообще не верю. Это вот просто вы хотите какую-то особенную работу, там прищепками. Там работа, которая, возможно, никому не нужна сейчас, и вы ее ищете. Вы определитесь для себя, вам работа нужна или деньги. Если деньги, то вам любая работа подойдет. А в случае, если вы хотите работу, неважно за какие деньги, то тогда вам ничего не подойдет. Знаете, возможно, эта работа не нужна, возможно, вы уже не нужны, возможно, вы не соответствуете такой работе, возможно, запросы очень большие. Но поверьте мне, работу человек может найти. Смотрите. Кто действует, тот находит. Кто не действует, тот не находит. Конец. Вот как можно найти работу? Когда-то одна женщина мне писала: Андрей Андреевич, а как же, вот вы пишете, вы семинары эти проводите и так далее, а мне вот нечем кормить детей. Потом под вторым видео она пишет: мне нечем кормить детей. Под третьим видео пишет: мне нечем кормить детей. Я посмотрел, через какое время она пишет. Она пишет через 1,5-2 часа. Так если тебе нечем кормить детей, что ты пишешь? Комментарии. Настолько, если мне нечем кормить детей, и мои семинары никто не покупает, мои БАДы никто покупает, мои там услуги никому не интересны, и я остаюсь без ничего, я буду искать любую работу. Вообще абсолютно любую. Какую? Буду подметать где-то, буду устраиваться там на стройку, буду где-то искать работу, чтобы там плитку приложить или еще что-то. Вот я этим буду заниматься. То есть я буду делать все, где есть востребованность. Я умею электросварщиком работать. Вот на электросварщика низкого разряда где-нибудь устроился бы. Могу там положить плитку, может быть даже корявенько, но я человек, который мог бы подучиться. Могу работать палатной медсестрой, у меня для этого образование есть. Могу за детьми смотреть, могу проводить какие-то лекции, связанные с дефектологией, там, речи и всего остального. Могу работать как невролог, потому что у меня есть такое образование. И могу работать терапевтом или каким-нибудь там, не знаю, ассистентом где-либо, вплоть до хирургии. Конечно, сейчас, может быть, я бы уже не смог, но тем не менее, можно было бы это все. Но я бы уже точно не мог работать там, преподавать математику, ее нужно изучать для меня.
и так далее. То есть я бы нашел, как и эта женщина, она умудряется писать сообщения, и она не может найти работу. Человек устроен так, у вас есть желание как можно больше действий сделать, и каких? А здесь тайна, неважно каких, неважно. Приседайте 1000 раз. У меня был друг такой, он говорит, у меня нет денег. Я говорю, делай каждый день много действий. Он говорит, а каких? Но любых. Он говорит, ну я не знаю каких. Я говорю, ты любишь спорт? Люблю. Ну вот каждый день, а какой спорт? Я в грушу бью. Ну вот каждый день час утром, час вечером бей в грушу и посвящай это тому, чтобы у тебя деньги были. Делай это как можно сильнее, особенно в тот момент, когда особо не хочется. После этого он сам этого не понял. Но мои друзья, они начали заниматься тем, что начали распиливать там какие-то хозяйства, и там был металлолом. И они взяли его как партнера, потому что он начал заниматься перевозками и смог сделать себе даже целое состояние. И вот мы через месяц встречаемся, он говорит, каждый день бью по 2 часа утром, по 2 часа вечером, но работы что-то нет, и денег тоже не видно. А ты продолжай. Почему? Потому что любое действие, посвященное тому, что ты желаешь, исполнится. А по поводу замужества, ну, замужество это тоже не покер, здесь выигрыша не нужно. Точно так же, знаете, если человек ищет, он находит сейчас 1000 сайтов, есть сейчас 1000 разных знакомств. Если человек нацелен на это, он будет находить. Ну, знаете, надо знать просто четко, что мужчина хочет от женщины. Когда мужчина, единственное, что может связывать и желает мужчина, единственное, я вам открою тайну, единственное, чего хочет мужчина, когда ищет другую женщину, единственное, что он хочет, это с ней переспать. Других желаний у него нет никаких вообще. Все остальное там, быть тайной, быть не тайной, это все полная ерунда. Вообще, приглашает вас мужчина. Если это не рабочая встреча, знайте, эта встреча нацелена на то, чтобы вас уложить в постель. Да, вам интересно с ним поговорить, вам интересно еще что. Это не дружба, не бывает такого. Это постель. Он хочет, просто он не смог найти ключ к вам, вы ему не, он вам не нравится, он боится сделать действие и так далее. Поэтому ведет себя так. На самом деле путь только один. И когда мужчина пишет вам там, вот я хотел бы только переспать. Это женатик пишет вам, потому что женатики хотят с кем-то переспать. А если такой человек пишет, то он будет вам писать там, вот я бы хотел встретиться, мне интересно то-то, то-то. Да пусть встречается, слушайте. Если есть кто-то, кому вы нравитесь, едьте и встречайтесь. Пусть приезжает, встречайтесь. Надумывают себе, выйду я замуж или не выйду замуж, но вы что-то делаете для того, чтобы выйти замуж? Ничего. Ну а как вы выйдете? Вы сидите дома, ходите на работу, вас кто-то видит. У вас что, на лбу написано «замуж я хочу» или на футболке написано «я холостая». Ну как вас можно определить, холостая вы или нет? Много людей знают вас как Зину холостую, или Лину холостую, или там Марию холостую. Много, все знают, что вы холостая. Сколько этих людей? 1-3 человека. Я проводил социальный эксперимент. Взял 10 девочек от такого возраста, ну у меня все мои клиенты от 40, и до вот такого возраста. И сказал, смотрите, делайте видео в ТикТок и делайте видео в Инстаграм. Снимайте себя видео и пишите, я там, зовут меня такая-то, такая-то, хочу замуж и хочу, даже не замуж, а там, хочу встретиться с мужчиной, там, для создания семьи нет, а можно написать для общения. И все. Вам сразу же начнут писать. Если сразу давай переспать, нет. А если давай встретиться, давай. Давай встретиться. Да и переспать тоже. Они только говорят, что переспать. Все мужчины такие, знаете, все, я хочу переспать, давай переспать. Скажут, да я согласна. Да никто не приедет. Да потому что они такие же, как вы. Мужчины еще трусливее, чем вы. Между мужчинами, которые вам пишут, давай переспим, выберите 100 человек, напишите всем, я согласна. Так вот, один, если останется, то это будет очень хорошо, потому что ни одного не останется. Потому что они не приедут, не захотят, им это не нужно. Почему? А он, ну, шиза, потому что. Это говорит эзотерический учитель, ужас какой. Видите, зря вы меня хвалили в самом начале. Замечательный, замечательный. А видите, а такие не особо. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Пожалуйста, посоветуйте, как вылечить ушной нерв
изотермически понял. И вашими препаратами слух падает на одном ухе. Вам нужно перейти сюда и набрать вот там оператора. И операторы все имеют медицинское образование, и они вам помогут выбрать. А изотермически вам не нужно. У вас нет сил для того, чтобы изотермически себе помогать. Добрий вечір. Підскажіть, будь ласка, ладно, изотермически так изотермически. Берете сливочное масло и ложитесь первую ночь, на ухо кладете капустный лист, обматываете, а в противоположную ноздрю кладете кусочек сливочного масла и тоже ваткой закрываете. И так лежите от 10 до 1 часа. После этого достаете, тоже этот капустный лист можете убирать. Делайте так каждый день на протяжении 30 дней. Слух заметно улучшится. Внутреннюю и внешнюю часть уха, которая плохо слышит, можно смазывать бетадином или люголем. Добрый вечер, уже 5 лет ученица, читаю коды, прохожу, уже ответил. Обычно человек думает так. Вот. Люди часто, человек часто, извините, каждый человек очень часто думает так. Вот, допустим, открывает какую-нибудь книгу, в этой книге написано «Главное — это мечта». Допустим, какую-нибудь придумаем, там, «Трансерфинг реальности». И там Зеланд говорит, Вадим говорит, вот если вы будете каждый день представлять, то это скорее всего исполнится. Главное представление и настоящая номинация в словах, которая будет там, у меня это есть, я там владелец, там, я управляю миром, я богат, я умен, я красив, я здоров, я не знаю, что там может себе человек представить. Какие ошибки и почему такие мечты практически не исполняются у одних и исполняются у других, кстати. И у одних один элемент восприятия, а у других другой элемент восприятия. Итак, мои советы, как исполнить мечту и сделать это быстро. Вы должны знать, что на достижение любой мечты человек должен тратить усилия. Смотрите, я хочу большие мышцы. Тогда что мне нужно сделать? Мне нужно качать. Дальше, для того, чтобы сделать себя богатым, мне что нужно сделать? Мне нужно везде, мне нужно какие-то усилия. Потому что богатство — это обретение силы, большие мышцы — это обретение силы. И даже развитие чего-либо, оно происходит через обретение этой силы. То есть необходимо делать усилия. И человек говорит себе, первое, человек говорит, моя самая большая мечта — выйти замуж. Выйти замуж. Я хочу выйти замуж. Все, это моя мечта. Вот один раз в день нужно подумать и все. Но вспоминая, ощущать чувства и при этом что-либо делать, посвящая этому. Смотрите, что я сказал сейчас. Я обычно говорю, в тот момент, когда ты думаешь о своей мечте, то не мечтай, а подумай один раз словами. Вот смотрите, мечта фокусируется. Скоро я выйду замуж. И дальше, думая об этой мечте, нужно сказать так, ага, скоро я выйду замуж. А теперь, на протяжении дня, когда вам будет тяжело, скажите, это к моему быстрому замужеству или к моему скорому замужеству. Приседайте, много работайте и включайте энергию. Вот когда вы чувствуете, что много энергии, говорите, о, скоро выйду замуж, о, скоро выйду замуж, о, сейчас это продам, скоро выйду замуж, о, вот это с ней поговорю, скоро выйду замуж. И включайте вот эту энергетику, включайте. Вот эта энергетика, когда вы прям разозлились, продаете или разозлились, приседайте, разозлились, готовите, но без агрессии. Вот это необходимо посвящать тяжелое преодоление, правильное слово. Если вот это тяжелое преодоление души у вас происходит, и вы это тяжелое преодоление души посвящаете замужеству, или там владеть миром, или стать следующим президентом России, слава Богу, я вам в этом помогу, то конечно же, 100% это можно делать. Но что такое преодоление? Это ступенька. То есть каждый раз, когда вы что-то преодолеваете, вы становитесь на ступеньку. А вершиной Парнаса в этот момент является ваше желание. Вот. А когда человек говорит, я скоро выйду замуж. Да почему я не вышла замуж? Да все вышли замуж, а я скоро выйду замуж. Я уже замужем. Да что вы себе врете? Где здесь преодоление?
Где преодоление, где действие? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Обнадеживающие слова о деятельной и наполненной жизни после 70. Йога. После 70 женщинам необходимо заниматься йогой. Я в этом уверен на 100%. Даже не заморачивайтесь. Йога, дыхание, индра-йога, там, каланетика, там, раджа-йога, да какая угодно. Йог, слава богу, хватает. Найдите курсы по йоге, начните ходить. Только йога без маразма, там, знаете, бесконечных молитв, там, разборок и там, намешанных расстановок и прочего. Пусть йога будет самая обычная. Хатха. Вот самая обычная. Айранга-йога, хатха-йога, ашваган, как она там называется, йога. Ашваганда — это вообще препарат из аюрведы, да. Аюрведа-йога. Можно ли жизнь сделать наполненной? Конечно, человек душою не стареет, ваше сознание всегда молодое. Очень часто человек разочаровывается. Жизнь, она так устроена. Мы очень часто выбираем не тот корабль. Садимся в корабль, где ничего не происходит, и мы думаем, что это хорошо. И, знаете, многим мужчинам отказываем, или вообще не заморачиваемся, или вообще ничего не хотим, или вообще только с работы домой, или вообще много претензий к жизни. Я хочу это, а ничего не происходит. Почему? Потому что для того, чтобы происходило, нужно что-то делать. И так человек проживает там, а потом вдруг, смотря телевизор, смотрит, что люди могут жить. Что у людей есть жизнь. А что такое жизнь? Давайте я еще раз вас научу. Давайте еще раз я вам это расскажу, чтобы вы просто знали. Когда-то я был маленьким, и я мечтал иметь кожаную куртку. А потом, когда я купил эту кожаную куртку, я мечтал долго. Я, мечтая об этой куртке, жил. А потом я эту куртку купил, и мечты закончились, и через 3 дня я ее перестал носить. Потом я хотел себе дорогую машину, потом я себе хотел там еще что-то, потом еще что-то. И потом я столкнулся с тем, что когда я желал чего-либо и добивался этого, это и было мое счастье. А потом, когда я получал, как будто счастье исчезало. Так вот, наша жизнь, она связана с тем, чтобы желать и стремиться к тому, чтобы это произошло. Если вы желаете и стремитесь к этому, ура! Не торопитесь это получать. Это и есть жизнь. И жизнь, она связана и с тем, чтобы получать, и чтобы реализовывалось, и чтобы снова хотеть, и влюбляться, и встречаться, и думать, и покупать, и куда-то ездить, и на что-то смотреть, и вдохновляться, и возбуждаться. А потом, когда люди вырастают, они начинают смотреть на кого-то и начинают понимать, что а как же они такие умные, красивые, такие образованные, из хороших семей, остались одни, никому не нужны. Там молодые женщины, молодые мужчины уже с ними не хотят ни жить, ни даже в их сторону смотреть. И заскоки происходят. Какие? Ну и начинается потом, на меня кто-то влияет, родственники или еще. Никто не влияет, влияет возраст. Влияет возраст, влияет ожирение, влияет, возраст влияет. Невозможно, там плохие зубы, плохой запах изо рта. Это все влияет, это все плохо влияет на жизнь. Почему? Ну так надо... Сети было в том возрасте, когда нужно было на молодых, надо было на молодых, а в своем на своих там. И там нужно иметь желание, это гораздо важнее, чем достигать желания. Но желание нужно, стремление к нему, и вот эта работа над тем, чтобы это желание проявилось, а это очень важно. Люди думают, что им прямо должны все принести, а как же работа? Вот как я раньше думал, что я добьюсь того, что я не буду работать, и я буду счастливым. Я думал, что когда у меня появится огромное количество пассивного дохода, я буду счастливым. Я думал, что там дети у меня родятся, я буду счастливым. Буду просто лежать, переходить с одного места в другое и ничего не буду делать. Дудки, этого не произошло. Потому что когда я так настроил свою жизнь, что будучи головой пчелы, а не хвостом слона, я столкнулся с тем, что в моей жизни все остановилось.
появились депрессии, появилась усталость, я ни к чему не стремился, уже ничего не нужно, все понятно, все есть, везде доход есть, чуть-чуть страхи и так далее. Потом я сказал себе, нужно как черепаха тортила, никогда не знай покоя, плачь и смейся не впопад. Только я еще молодой и хочу жить, и влюбляться, и расставаться, и машины покупать, и к новым стремиться, и дома покупать, и новые бизнесы делать, и это открывать. И не получилось закрывать, и переживать, и стремиться к тому, чтобы еще что-то делать. И моя жена говорит, почему тебе все время чего-то хочется? Так это и есть жизнь. Хочется, потому что это жизнь, хочется. Хочется поменять, хочется сделать ремонт, хочется... Все хочется. Хочется расшириться, хочется не расшириться, хочется поездить, хочется всего. Почему? Это жизнь, надо хотеть. Надо хотеть и стремиться, и по-бешеному стремиться. Вот я сажусь, начинаю работать, если надо звонить, всех обзваниваю. Если нужно читать, читаю. Если нужно работать с кем-то, представлять что-то, представляю. Проводить семинары, провожу. Я дисциплинирован, я утром встаю как настоящий солдат. У меня столько желания, как настоящий солдат. Делаю для себя самое неприятное, что утром я купаюсь в холодной воде, после этого я приседаю, отжимаюсь, делаю физические упражнения, после этого еще 1,5 часа читаю мантры для учеников школы, для себя. Делаю это, и когда мне не хочется, то я понимаю, что это и есть ступень, на которую я всхожу в очередной раз. Это и есть та ступень, на которую я всхожу. Очень хорошо бухать, очень хорошо, потому что ты выпиваешь, тебе хорошо и так далее. И это хорошо, почему? Потому что можно потом бросить и сказать не хочу, не буду, никогда. И это будет твой подвиг, и это будет твоя ступень. Хорошо начать курить и бросить, и никогда не принимать больше табак или там... Почему? Потому что это ступень. Потому что уметь перейти на ступень, подняться над тем, что делает людей людьми, это и есть особенность каждого человека. Я всегда говорю, страшно сделай, боишься, прими решение. Обязательно. Почему? Это такая особенность. Это жизнь с позиции человека, который стремится. Это важно, это хорошая работа 1 чакры, 3 чакры, 5 чакры, 7 чакры. Да, вот так это все работает. Виолетта, у меня было несколько отношений, которые заканчивались расставанием. Это мои кармические узлы. У меня была женщина такая, ее звали, неважно, Лина. Пусть так. И она обратилась ко мне с таким вопросом. Она говорит мне, Андрей Андреевич, я только начинаю встречаться, а у нее одна из заморочек была, она худая очень была, такая кучерявая, кореглазая, очень красивая, кстати, девушка. Нравилась мне. Ну, я был не в ее вкусе, и потом уже мне было это неинтересно. И когда мы работали вместе, были друзьями, и она говорит мне, Андрей Андреевич, а я был ее начальником, она говорит мне, Андрей Андреевич, я только начну встречаться, поживем там полгода, 7 месяцев и расстаемся. Только начинаю встречаться, поживем 1,5-2 года, месяцев и расстаемся. В чем проблема? И вот она сидит, разговаривает со мной, а изо рта у нее такой запах. Хотелось прямо кастрюлю на голову, разрезанная свинья и ее кишки. Фекалии лучше пахнут. Это было прямо, я не знаю, это прямо как, знаете, ужас ужнецкий. И я говорю, Лина, а вы знаете, мне неудобно вам это говорить, но у вас изо рта нереально плохо пахнет. Вот и я это замечаю, мы вот с вами работаем 1,5 года, и я все время это замечаю. У вас нереально плохо пахнет. У меня зубы хорошие. У вас, видимо, эзофагеальный рефлюкс. Я понимаю, что это такое. Почему? Очень часто женщины начинают худеть. На этом фоне желудок перестает функционировать хорошо. Появляется пониженная кислотность, моторика желудка останавливается, появляются запоры и появляется жуткий эзофагеальный рефлюкс, особенно в ночное время. Это синдром худых и красивых женщин, которые худеют не через спорт, а худеют пассивно. У таких женщин очень часто нереально пахнет изо рта. А еще худеющие женщины теряют либидо, потому что
тестостерон не вырабатывается, а худеющая женщина очень плохо пахнет со рта, а еще сидячий образ жизни, и появляется такой вот вагинизм, можно сказать, когда женщина теряется и либидо, и желание, и потом с мужчиной начинает жить. Ну, первые встречи обнялись, поцеловались, он думает, там, потерплю, поцелую, пока воняет и так далее. А потом же начинается жизнь, и от нее воняет и воняет. От нее она секса не хочет, от нее воняет. И после этого он думает, зачем мне такая красота нужна? Озабочена только похудением, претензии имеет большие. Мужчина смотрит на такую женщину и думает, почему? Неудобно и не очень приятно при выборе женщины иметь женщину, у которой есть вот такие изъяны. Да. А мужчин? Так и мужчины. Ну, мужчины просто меньше худеют. Ну, мужчины могут выпивать там еще что-то. Но это тоже, надо это тоже как бы подразумевать. Попросите близких, чтобы спросите, не пахнет ли от вас. Перестаньте худеть. А проверьтесь, нет ли у вас там пониженной кислотности. Вообще у всех женщин есть, в большинстве своем. Если у вас есть запор, поставьте тире, напишите пониженная кислотность. И эзофагиальный рефлюкс. И 100% по ночам, когда вы хотите кушать, от вас очень нехорошо пахнет. Это одна из особенностей. Можно ли жить с такими женщинами? А вы знаете, это называется галитоз. И по сведениям, а особенно сексологов, это является чуть ли не 70% разводов мужчин и женщин. Плохой запах от тела, плохой запах от половых органов, плохой запах изо рта. 3 элемента запахов очень часто являются основой того, что мужчина и женщина перестают друг с другом жить. Вам сильно нравится, когда от мужчины или женщины сильно плохо пахнет? Не нравится? Ну вот. А вы кармические узлы. Какие кармические узлы? Не кармические, просто состояние здоровья. Повышайте кислотность, принимайте там бетаиногидрохлорид, следите за тем, чтобы запоров не было, обратитесь к гастроэнтерологу, проверьте все. Еще у меня была такая ситуация, одна девочка, она говорит, да у меня все хорошо, кстати, тоже от нее пахло. Я говорю ей, Оля ее звали, я говорю, Оля, пройдите курс лечения от гельминтов. Берете стакан зеленого чая, завариваете 1 чайная ложка зеленого чая на стакан воды и добавляете туда 3 столовых ложки, 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку коньяка. И выпиваете это перед сном. Через 20-30 минут выпиваете 1 столовую ложку касторового масла. И после этого делаете так 3 или 4 дня. На следующий день может быть плохо. Как ни странно, это является одним из лучших способов выведения глистов. Кстати, есть препарат альбендазол. Можно 1 таблетку альбендазола вместо вот этого всего. Но я могу сказать, что когда-то я проводил такой семинар и говорил, принимайте такой чай зеленый и с касторовым маслом. И тогда проводил тоже такой социальный эксперимент. Все женщины, которые там находились тогда во время этого курса, это я проводил ступень, я их всех помню. Все до одной после этого, кто провел вот такую чистку, все повыходили замуж. Может еще и это. Скажите, какой символ, талисман, мантру возить в машине, если я ее купила новую? 3-я хозяйка, машина была в ДТП, начинающий водитель. Ничего страшного, водите. Если вы ориентированы на то, чтобы попадать в ДТП, то не водите. Водите, все хорошо, ничего не нужно. Вообще, что возят для того, чтобы не попадать в аварию? Вилку. Положите вилку в заднюю сиденью так, чтобы вот этими 3 иглами стояла вверх. Вот такая вилка. Или трезубец. Вот можно у меня купить вот такую штуку, она называется тришула. Поставьте где-то тришулу или по 200 где-то тришулу и не будете попадать в аварии. Ваджру. Пожалуйста, махните волшебной палочки, зажило коленка после операции. Нет, не могу. Оксана Лысак. Что делать, если попросили сказать благодарю? Я сказала, бабка, что прошептала в ответ, я не помню что. Ничего, не морочьте голову себе. Что за панические атаки на ровном месте? Вам скучно? Как сделать собственный талисман на удачу? Переходите на мой сайт, вот здесь вот он указан. Выбираете семинар, который называется «Изготовление собственного талисмана или собственного знака». Это семинар 1-я часть и 2-я. В первой части я объясняю, какие бывают или как принципиально работают символы, а 2-й семинар, он предназначен тем, кто хочет выбрать для себя и символ, и еще и составить определенные слога. То есть и мантру, подключающую этот символ, и все остальное. Тоже очень интересно и рекомендую.
Если сильный ушиб ноги, может быть подсказка предостережения перед каким-то действием, запланированным в жизни. Обычно ушиб ноги заключается в том, что человек сам себя, человек кого-то не... Вот смотрите, как все устроено. Человек встает и говорит: ох, что же это я так сделала, вот там сыну, там, ты там какашка и так далее. И после этого женщина может сказать себе: так зачем же я его обидела, я же его так люблю, он такой хороший. Смотрите, в тот момент, когда вы себя казните, то в этот момент вы на себя сыпете. Вообще есть тексты, и есть тексты эзотерические. Один из текстов, там, по-моему, Леви написал в оккультизме своем знаменитом трактате в 1813 году. Он написал там буквально следующие слова. Он сказал: оккультист, если у тебя есть защита, или если у тебя есть защита, знаете же, что у вас есть защита. Обязательно ее делайте утром и вечером, обязательно делайте защиту с установкой ваджров, как вот я обучаю и с моими словами, там, как я говорю. Если у тебя есть, оккультист, если у тебя есть защита, и ты начинаешь на кого-то, если кто-то тебя сильно обидел, и твой враг тебя ненавидит, то сидя, представь этого человека маленьким ребенком, и говорит: ты мой хороший, ты мой зайчик, ой, ты мой зайчик. И в этот момент огромное количество углей высыпется на голову этого человека. Огромное количество углей высыпется на голову этого человека. Второе. В случае, если не делать защиту и ненавидеть кого-то, то вы делаете это для себя, потому что ваша энергетическая аура является фактически зеркалом, которое отзеркаливает все вам. Поэтому, сидя без защиты и говоря себе: я ненавижу, сволочь, там еще что-то, вы себе делаете порчу. Таким образом, люди себе делают порчу. Построение защиты блокирует такую порчу, и человек как бы разворачивает зеркальное изображение с серебристого на золотистое. Тем самым становится транслирующим существом, а не наоборот. Feel first. Проходите мои ступени, сейчас есть скидка, переходите по вот этой ссылке и пройдите мои ступени, я же там все рассказываю. Нет, это вас ни о чем никто не предупреждает, ничего такого не должно происходить, ничего. С мужчиной знакомлюсь, сама проявляю инициативу. Мужчины меня бросают, когда убрать разочарование, снова с мужчиной хочу замуж. Когда ребенок начинает ходить, то ребенок делает первые шаги. Все первые шаги, они болезненны. Ребенок встает, падает, встает, падает. Скажите, почему ребенок обучается ходить и что его вдохновляет? Ребенка вдохновляет внутреннее желание. Когда мужчина вас бросил, то не бросил. И для того, чтобы не разочароваться, нужно не очаровываться. А что нужно делать? Вы забываете модели поведения между мужчинами и женщинами. Для мужчины секс не является элементом, который в дальнейшем может заставить его жить с этой женщиной. А для женщины, женщина, которая ложится в постели с мужчиной, думает, что тем самым она его может привязать. И это является как бы той кнопкой, которая в дальнейшем заставляет ее страдать. Я хочу вам сказать, не заморачивайтесь именно в этом отношении. И мужчине говорите: да ничего страшного, делайте мужчинам комплименты. Проявляйте себя по отношению к мужчине как самая милая, самая нежная женщина. А еще, в случае, если вы жили с мужчиной, или вы встретили мужчину, или в случае, если мужчина с вами переспал, или в случае, если мужчина когда-либо был, то вы в тот момент, когда он не позвонил, как там... прости, пока, я долго буду ждать звонка, ну а пока, да, как пела Алла Борисовна. И о чем здесь говорится? Когда женщина говорит, когда от женщины ушел, все, не позвонил, она начинает страдать, почему, из-за чего, да что ж такое, в чем я виновата и так далее, то она в этот момент жжет мосты. А вы делаете так. Вспомните их и скажите: такие вы были милые, такие вы были хорошие.
Такие вы были прекрасные. Найду лучше. Скоро. Найду лучше. Это был моя ступень для новых моих подвигов, для новых моих решений, для новых моих желаний, для новых возможностей. Смотрите, как мир устроен. Женщина говорит себе, я хочу вот такого, чтобы он меня содержал и так далее. Находится мужчина, он говорит, я летчик, водолаз. И там у меня там столько-то, столько-то, там много денег. Вы говорите, о, мне подходит, с ним переспали, там чуть-чуть повстречались, он исчез. Что помешало? Дело в том, что у вас предварительно был поставлен образ, что вы уже хотели тратить деньги, хотели, чтобы мужчина состоявшийся был, хотели, чтобы вот что-то такое особенное у него было. На это и подкупились, знаете, что он рассказывал. А он не такой. А если он не такой, то там вранье. А когда вранье есть у одного из партнеров, то тогда один из партнеров исчезает. Когда мужчина будет вам рассказывать, я такой-то, такой-то, говорите себе, мне все равно. Мне все равно, есть у тебя имущество, нету имущества, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, мне все равно. Я больше всего на свете хочу, чтобы меня обожали. Вот встречаетесь первый раз с мужчиной и говорите ему эти слова. Я больше всего на свете люблю, когда меня обожают. А интиму я отношусь как к празднику. Ты видишь во мне обожание? Обожай меня. Помните, в этом мультике гусеница говорила, кружите меня, кружите. А вы спаливаете мосты, негодяй, сволочь, вы ниже падаете, получается. Вы ниже, как спускаетесь, еще ниже, еще ниже. И потом будут все хуже и хуже, будут все хуже и хуже. То есть, как это происходит? Если вы ненавидите того, кто с вами перестал общаться, и его ненавидите, то после этого следующий будет хуже предыдущего. А еще следующий еще хуже. Их нужно отпустить. Отпускаю, у меня будет лучше. Как бы мысленно, это в индийском эпосе есть некая такая фигура, это фигура Кали. Фигура Кали это антидот или перевернутый антидот Лакшми. Это фигура женщины, которая стоит одной ногой на раздавленном мужчине. Так вот, женщина, которую бросил мужчина, или женщина, которая является человеком, который чувствует обиду за то, что ее бросили как собаку, как несчастную собаку и так далее. Она должна представить этого мужчины, как будто она на голову мужчину становится, вверху держит с правой стороны какой-нибудь меч или серп, становится этому человеку на пузо и перед собой представляет новую ступеньку и говорит, о, отлично, скоро будет еще лучше, а тебя, милый, отпускаю. Аленушка, добрый вечер, Андрей Андреевич, что лучше для меня детей, оставаться в Германии или переехать в Болгарию или Польшу? Да, переехать в Болгарию или в Польшу лучше. Лучше на самом деле в Болгарию для вас, в Польшу не особо. Стоит вопрос поступления сына на следующий год, сыночка, а здесь проблема с немецким. В Болгарию точно так же вы учите. Болгарский легче учить. Это же все-таки из языков, которые между собой чуть-чуть похожи. Будет ли семья загаданным человеком? Нет. И стану ли я ученицей школы? Станете, у вас есть деньги, берете сейчас деньги, заходите на сайт, проплачиваете и становитесь учеником. Конец. Мечтаю с 2019 года. Послушайте, с 2019 года по 2022 это 900 и еще 300, получается 1212, даже больше, 1312, 1416, неважно, дней. Вот если бы вы каждый день откладывали по, сколько там ступень стоит сейчас, $300 или $200, 300. Возьмем $300 и поделим на 1200, равняется. Если бы вы каждый день, я не знаю, в какой вы стране находитесь, сейчас я умножу на гривну, это умножить на 38. Если бы вы каждый день откладывали 5 гривен, это небольшие деньги, но делали это ежедневно, то вот сегодня вы бы ее уже купили. Так, видимо, вы хотели. Мечтаю. Мечта, сегодня говорил, если мечтаешь, делай.
Делай все для того, чтобы это было. Светлана Слышкова. Добрый вечер, дорогой Андрей Андреевич и участник. Спасибо огромное за духовное имя. Вот такой подарок сегодня получила. Получение духовного имени не является подарком. Учитель дает только в случае, если сделан просад. А вы, Светлана, просад мне не сделали. Плохо. Это говорит о том, что вы не особый ученик для меня. Лариса Квитко. Скажите, пожалуйста, какой символ, талисман, мантру возишь в машине, если я ее купила на новую? Я третья хозяйка, машина уже была в ДТП. Ответил. Так, вот. Искала работу, находила, а потом решила, что машинка на дом, чтобы это нашла, и заработок тоже хороший. Потом все-таки решила, что постараюсь работать на себя, это точно найду. Конечно, вам же муж подарил машинку, я вас помню. Скажите, в декабре программирование 2024 года, а что, сложно сейчас перейти на сайт и посмотреть? А недавно позвонили две газели и запели, неужели там здесь сгорели карусели? Но, может быть, газели бы позвонили и там посмотрели, там, и сами бы сходили да посмотрели. Ну вот зачем это? Ну зачем? Ну серьезно, вы же взрослый человек, знаете адрес моего сайта, он указан вот здесь. Заходите на сайт, смотрите, когда будет программирование 2024. К чему это? Что с вами? На вас красивая рубашка, очень к лицу. Могу продать, по-моему, там $300. Вот $300 прям с себя сниму, вам продам. Рустам, а можно узнать? Рустам, я вам хочу еще раз сказать. Вот этот вопрос вы мне задали на протяжении 3 лет 333 раза. Где угодно. Вы были у меня на здоровьях марафона задавали. Вот успешно. Я вам даже в личном сообщении говорил. Вы что, до сих пор на кого-то работаете? Как вам не стыдно? Вы помните это? И что? И вы мне еще раз это задаете? Вам не стыдно? У вас порок. Этот порок, он называется трусость. А мужчина, вы же мужчина еще и не русской национальности. Что делает мужчину сильным? Мужчину сильным делает бесстрашие. Включите в себе бесстрастность, бесстрашие. Станьте человеком, который не боится. Что вы как? Непонятно что. Получится. Уже 100 раз можно было открыть, закрыть. 100 видов открыть, 10 видов было бы удачным и там 90 неудачным. И уже что-то бы вас из этого кормило. Как так может быть? Как так может быть? Как так может? Как так может быть? Лариса Монова. Недавно висящее полотенце на двери шкафа двигалось само по себе. Это домовой двигал или что-то другое? Отлично. Хороший вопрос. А что это вам даст? Хорошо, вот сейчас мы рассматриваем этот вопрос. Двигал домовой и... Ну и что вам это даст? Ну вот вы, я сейчас скажу, двигал домовой. Что вы хотите? Или не двигал домовой? И что? Скажите, от того, что он двигал, вам что от этого? Страшно? И что вы захотите теперь обряды проводить? Вот если бы вы кому-то написали там, Позоровой этой, Ирине, то она бы сказала, о, это вам надо там моих эзотериков, они вам там почистят, будет стоить там $350. И почистили. А я вам хочу сказать, вы не заморачиваетесь. Ну, двигается и двигается. Ну, подвигалась и подвигалась. Ветер, ветер, не ветер, не ветер. Духи, ну духи, и что? Серебряную монетку положите, ничего не будет, ни домовых, ничего. Есть домовой, общайтесь с ним, говорит, ты мой хороший, ты мой солнце. Купите 2-дневный семинар «Обрядовая магия». Подчините всех духов, духов севера, юга, запада, востока, ветра, огня, земли, там, космоса, бесов там, и так далее. Там все есть. Можно ли камень-гранат в серебре носить не в кольце, а на шее? Можно, и это уберет заболевание желудка, потому что очень часто именно камень-гранат красного цвета, согласно индуистской медицине, такая тоже имеется, она называется накшатра, она помогает человеку через минералы. И вот один из минералов, это гранат, если носить либо в кольце, либо на шее, либо где-либо, очень лечит желудок. Но в случае, если у вас по-настоящему больной желудок и он нуждается в лечении, то одев такой камень на себя, вам будет неприятно. Вы будете прямо страдать, вам будет хотеться снять, он вам будет неприятен.
вам будет мешать, он будет некрасивый. И это как раз говорит о том, что прям необходимо на 100%. Посмотрите, какие минералы вам очень не нравятся, оденьте и носите, потому что они вас вылечат. Светлана Бессонова. Взяла к себе посмотреть больного лежачего дядю. Чувствую, он забирает у меня энергию. Да. Как можно себя защитить? Ритуальная защита. Мхридая намахом, клим шрасваха. А также прикасаться к нему и проявлять как можно больше нежности к нему. Нежности, милости. Я хочу вам сказать, те люди, которые растят дочерей или сыновей, у которых есть психические заболевания, физические, те, которые смотрят за такими людьми за деньги или бесплатно, вы очень очищаете карму себе и всего вашего рода. Это очень благословенно, то, что взрослый, здоровый человек ухаживает за кем-то, и неважно, какие вы ставите задачи, там, они у вас коммерческие или они у вас не альтруистические, связаны там с чем угодно, то наживой, то это не имеет значения. Вообще в буддизме, который я изучал, и в тибетской медицине, которую изучал, и в аюрведе, которую я изучал, и вообще в классике, которая связана с медициной, вот в любой, всегда говорится о том, что милосердие и любовь к человеку является тем, что очень улучшит жизнь. И в тибетской медицине, и в индийской медицине говорится о том, что это кармически делает человека возвышенным. То есть дети живут потом лучше. Чем больше человек помогает другим людям, тем лучше у него судьба. Поэтому досматривать за особо болеющими, досматривать за особо страдающими, это такой сложный выбор, но очень благостный. Пусть вам помогает сам Бог. Снежана Петричева. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Расскажите про феномен близнецовой пламена. Понятия не имею. Не могу ничего сказать. Даже не слышал. Доченька Солнышко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Чем мне заняться, чтобы нравилось? Зачем мне это? Хочу выразить скромную благодарность вашим практикам и мантрам. Я вышла замуж. Спасибо большое за все. Вот, у меня есть семинар, он называется «Быстрое замужество». Первая, вторая и даже третья часть. Проходите, там куча практик, я объясняю. А вот эта тема наша, она сегодня есть. Уже сейчас будем заканчивать семинар. Сегодня получился семинар такой необычный, агрессивный. Здравствуйте, что можно сделать в новой квартире, чтобы жили мирно и в достатке? Обнять самых близких. Обнять самых близких и взяться всем за плечи и покружиться. И посмеяться. Вообще делайте вот такое в вашей квартире. Периодически, когда все вместе, утром особенно, обнимайтесь. Это очень важно. Все вместе обнимайтесь, если праздник. А если день рождения, обязательно водите хоровод. Становитесь в середине, все вместе становятся в хоровод, любите, не любите, для всех делайте. И начинайте. Как на дедушкины именины испекли мы каравай. И после этого все дедушку обнимают. И так каждый день рождения. А вообще очень хорошо кружиться, всем вместе обниматься, как в сиртаке, и кружиться. Это дает силы всем, и это дает благополучие. В какую сторону кружиться, совершенно не важно. Если люди становятся, если бы все люди мира стали бы в круг и начали кружиться, то с этого момента все бы распри и болезни навсегда бы закончились. Нельзя любить какашек. Почему? Нельзя ненавидеть какашек. Почему? Потому что ваши какашки, которые вы бросаете на какашки, делают какашки сильнее. Та-да! Поэтому нельзя ненавидеть там людей, которые откровенно сволочи, негодяи и так далее. Нельзя их ненавидеть. Если вы не умеете эзотерически влиять на этих людей, то не делайте ничего. Поэтому наоборот, представляйте их маленькими и говорите: ты мое солнышко, ты мой зайчик, ты мой хороший, ты моя пташечка. И все. И тогда угли на голову будут сыпаться, в случае, если у вас есть защита.
Мария Нила, скажите, пожалуйста, как еще могу помочь сыну? Он живет в Америке, там денежные практики выполняете. Есть Сангая, я его последний раз провел. Вот это Сангая делайте для него. Прям поставьте его фотографию и вот эти все упражнения, которые я там делаю, делайте для него и поможете им. Вымаливание это такое. Хочу напомнить всем желающим, что сейчас на ступени акции стоит любая $161. Кто спрашивал, не теряйтесь. Быть учеников у мудрого учителя сейчас. Спасибо, Мариночка, так приятно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Будут ли в Украине позитивные изменения в 2024? Будут, да. Будут. Уже скоро. Суперский вебинар, прям невероятно. Каждый раз ждем, столько нужной информации. Хорошо. Учитель, можно попросить о подарке программирования? Нет, я зарабатываю деньги на том, что я провожу семинар программирования 2024. Вот для того, чтобы сделать подарок, мне нужно было бы знать, кто вы, из какого рода племени, являетесь ли вы, кто вы, человек кто? Зачем? Знаете, я слишком добр, чтобы подарить всем программирование 2024 года. Но я не глуп, поэтому, если я сделал этот семинар и решил на нем заработать, то я на нем заработаю. И дарить никому не буду. Далее. Какие ошибки делает человек, у которого исчезают деньги? Первое. Он не тратит на себя и бережет на себе, и не хочет на себя тратить. Помните, если человек, который зарабатывает свои собственные деньги, бережет и не тратит на себя, то у него денег не будет. Это 100%. И вот я мужчина, и я не трачу деньги на себя, отдаю своей жене, она их тратит как угодно. Это приведет семью к тому, что у меня будут проблемы в семье. Какие? Денежные, финансовые. Мужчина, который зарабатывает, должен брать небольшую сумму, которую он заработал, и эти деньги тратить. Я когда-то проводил социальный эксперимент. Это сейчас у меня новая фишка, я буду об этом говорить. Я исследовал. У меня было предприятие, это было еще, когда я жил в Харькове. Мое предприятие занималось изготовлением ювелирных украшений, а я сам был владельцем этого всего. Длилось это около 6 лет. И когда был такой период, я наблюдал, что мужчины, которые, получая деньги, выпивали с этих денег, прятали и на следующий день выпивали, у них больше получалось зарабатывать. А те мужчины, которые брали деньги, у них почему больше? Появлялись у них какие-то подработки, где-то они что-то там кому-то ремонтировали и так далее и тому подобное. Знакомства появлялись. А те мужчины, которые не брали ничего, а относили своим женам, у них этого ничего не было. С чем это связано и почему? Всегда нужно помнить. Один из законов бизнеса заключается в том, что человек, который зарабатывает, обязательно хоть чуть-чуть должен на себя тратить. И на себя не жалеть. Никогда на первое место ставить. Не забирайте все до последнего деньги у мужа или у жены. Пусть они тратят на себя, это хорошо. Деньги нужны для очага, нужно помнить это тоже всегда. Очаг — это семья, если у вас есть семья, то любовь ко всем, кто находится с вами под одной крышей, является фактически элементом, который включает в вашей жизни деньги. Если вы ненавидите там теща, мама, там близкие, помните, что ваше дерево успеха, ваше дерево желаний, оно от этого растет всего, от того, что вы их обожаете и деньги к вам приходят. И третье. Обязательно помните, что если обожать мысленно маму вашу, которая может жить и которая уже умерла, или которая сейчас плохо чувствует себя, если ее обожать, вы будете красивой. Поэтому женщина, которая обожает свою маму, всегда будет красивой. А женщина, которая обожает своего отца, всегда будет богатой. Поэтому мысленно всегда, вообще не настраивайте своих детей на ваших бывших мужей, там плохой отец был и так далее. Они бедные будут, и мальчики, и девочки. И не настраивайте, если вы зять, то не настраивайте ни в коем случае свою жену против тещи. Почему? Она в ваших глазах перестанет вам нравиться. Наоборот, говорите, моя самая лучшая, моя самая красивая и так далее.
И если вы женщина и настраиваете своего мужа на то, чтобы он не любил свою мать, то он перестанет вам нравиться, он перестанет всем нравиться, и у него никогда не будет нормальной работы. Это блокировка. Если мужчина успешный начинает жить с женщиной и имеет хорошую работу, хороший доход, если его жена начинает настраивать его против его мамы, он лишится работы, лишится возможностей, и у него не будет возможности зарабатывать деньги. А еще, он визуально перестанет нравиться людям, вообще никому не будет нравиться. Помните об этом, никогда не совершайте. Наоборот, говорит, твоя мама такая особенная, твоя мама такая хорошая, у тебя такая особенная мама, такая хорошая, какая же она великолепная, как же я люблю, давай ей подарочек подарим. Мусик, пусик, жусик, мусик, журусик. Понятно, это важно, это прям очень-очень важно. У мами сильна деменція, що ви можете порекомендувати? Зараз, в даний час, я не проводжу тут вебінар, пов'язаний зі здоров'ям. Але ви можете це ж запитання мені задати у вівторок, коли я буду вести вебінар, стрім, трансляцію з питання здоров'я людини. І я вам відповім з великим задоволенням. Здравствуйте, спасибо огромное за скидки, можно продлить на 3-4 дня. Я не знаю. Ну что, я желаю вам всем успеха, надеюсь, вам были полезны мой семинар, надеюсь, это было вам интересно. Ну что, тогда до вечера, кто там сегодня будет со мной общаться, и я пойду дальше работать. И до встречи во вторник, когда я провожу вебинары по здоровью. Что я хочу сказать вам по поводу следующего года. Год будет отличным. Год будет отличным. Будут очень нехорошие события, которые будут происходить в Иране. Очень нехорошие. Иране и Палестине, особенно в Иране. Закончится ли то, что сейчас в Украине? Я обещал не говорить, но я думаю, что не особо еще. Хотя надо верить в лучшее, пусть заканчивается. Но то, что я говорил раньше о том, что Украина победит, говорю и сейчас. Несмотря ни на что, Украина победит, Украина понад усе. И почему? Потому что у Украины есть трезубец, это символ верховной власти Шивы, и Украина будет всегда самой лучшей. Слава Украине! Итак, и до свидания. Ты выключил даже? 1000 человек мне напишет, все, Дуйко, мы тебя поверили, это все руками, там и так. Не морочьте себе голову. Вы пришли эзотерикой заниматься? Занимайтесь эзотерикой. Вам нравится мой канал, вы находите для себя нужную информацию? Занимайтесь этим. Хотите полечиться? Занимайтесь этим, лечитесь. Что вы мне пишете чепуху вечно? Не морочьте ни мне, ни себе голову. Как отличить демократическое государство от недемократического? Хотите, скажу. В демократическом государстве государство защищает частную собственность и жизнь человека. А в недемократическом частная собственность ее могут запросто забрать, отжать. Квартира как бы ваша, как бы не ваша, как в Советском Союзе. Ваша жизнь тоже ничего не имеет никакого значения. Вас берут, заставляют, вы работаете, а потом хотите, чтобы кто-то отстаивал ваши интересы, никто не отстаивает. И, конечно же, демократическое общество гораздо лучше. Почему? Никто не заберет и всегда будут отстаивать интересы даже одного человека. В этом прелесть любой демократии. Любые другие общества, где людей хотят поставить в стойло, а имущество могут в каждый день забрать, там, а человека посадить или человека там, то это все, человек переходит в феодальное общество рабовладельческого такого рабства. Вот и все. А там все остальное, это, знаете, как в Одессе говорят, рассказы для приезжих. Все остальное рассказы для приезжих.
Не знаете, я как взрослый человек, ну четко я это все вижу. Загнать в стойло уже людей, которые попробовали свободу, да невозможно, уже никто не хочет в стойло. Уже настоялись в стойле, настоялись с бандитизмом, с этими милиционерами, с этими СБшниками и всякой этой фуфлыжной фигней. Никто этого не хочет, уже это никому не интересно вообще. Все печально, конечно, но кто сказал? Помните, для того, чтобы построить красивый дом, в самом начале необходимо выкопать очень большую яму. Поэтому, выкапывая яму, мы будем надеяться, что там появится крепкий, надежный фундамент, который в дальнейшем построит красивый, роскошный дом, который будет похож на великий Эдемский сад с дворцом небесных драгоценностей. На этом все. Я желаю всем